Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на будущее, события до конца марта. Что идет в вашу жизнь, мои дорогие Козероги, до конца марта, до конца месяца? Что скоро произойдет? Какая история судьбы вас ожидает? И первым делом у нас карты пасьянса. Никогда не знаю, что выпадет. Поэтому давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Итак, что же скоро случится, что скоро произойдет? Какие события, больше о событиях нам рассказывают карты. Так вот, какие события вас ожидают? Итак, смотрю я, смотрите и вы. У вас совпадает книга, и в пасьянсе это у нас как учреждение. Учреждение или, может быть, и образование в том числе, но это вот организация сама по себе, может быть, как контакты, чиновники, подписание каких-то важных бумаг, документов. У кого-то и работа может проиграться, банально, да? Значит, это как много, может быть, работы будет, к примеру. Наверное, этим козерогов не удивишь. Но и, может быть, как построение карьеры. Вот такое я тоже не исключаю. Значит, какие-то важные вехи именно в инстанциях или по работе у вас будут решаться. Но одновременно у вас еще символ семейного счастья – подкова. Когда-то подкова – это как символ удачи. Да, вообще в целом удача была. Должна сказать, что подкова – это олицетворение, может быть, и года лошади, но здесь как что-то добро-хорошее складывается для вас. По крайней мере, до конца марта. И явно чего-то не прошляпить нужно. Что еще совпадает? Вообще, должна сказать, немного совпадений. Таких два значимых, которые нам определяют. Конечно, у кого-то дом и работа. Вот так вот будет, да? Но тут все равно ведь вот эта подкова, она несет элемент радости. Есть какие-то приятные события, может быть, и важные решения. Этого тоже не исключаю. Любовь, мои дорогие. Роза совпадает. Более позитивные эмоции до конца марта. Должна сказать, что за счет транзитарных вот именно событий, планеты я имею в виду, не про карты, для вас это время вашей силы. Это время, когда вы свои таланты можете раскрыть. Или самые лучшие черты характера, ваших знаний, как продемонстрировать вашу надежность. Когда из этого может складываться как раз и карьера, может быть, и новые предложения по работе. Сам по себе, как, знаете, тылы ваши более крепкие, как и где-то в рабочих вопросах ваше положение в обществе, но и в вопросах именно дома, семьи, вашей пары, может быть, вашей любви, любовной истории. И вот смотрите, у вас еще мы в нашем раскладе, пасьянсе, можем складывать те карты, которые в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Так вот, у вас совпадает закрытый путь. Может быть, это какая-то история, которая, как меняется. Раньше вы думали, что да, целесообразно этим заниматься, а тут вы сами можете закрыть путь, как пересмотрите свою идею или как пересмотрите направление. А также вы можете что-то завершить окончательно. Вот как раз у нас получается это как в одном квадрате, и вы можете составить какой-то документ или переоформить какой-то тоже документ, договор. У кого-то, может быть, и брачный, кстати, почему нет? А у кого-то это будет касаться именно работы. Должна сказать, совпадает еще и голубь. Благополучие. Вот прекрасное значение, когда оно выпадает, то, знаете, вот даже если что-то поначалу складывается непонятно, то в конечном итоге все закончится именно благополучно. Это благополучие, это, знаете, как добро какое-то, которое идет в вашу жизнь. В целом атмосфера добра, мои дорогие козероги. Вот как-то так. И все равно вот есть те персоны, с которыми, смотрите, узел, прочная связь. И как и работы может касаться, точно так же это может касаться вот как раз вопросов любви или семейного счастья. Может быть, решение иногда по подкове это где мы проживаем.
или тут где планируем проживать. Вот здесь, значит, все равно все больше какой-то ясности приходит, что ли. Может быть, вы и пересмотрите с учетом вот этого значения замка некоторые свои постулаты или какие-то приоритеты. Раньше было интересно, а теперь нет. Не бойтесь корректировать, что-то хочется сказать. И я больше не вижу совпадений, пока... А нет, вижу. Это поначалу я ничего не вижу. А ведь и правда, смотрите, у вас совпадает корабль, исполнение желания. Поэтому нам сразу говорят, если нужно тебе, Козерог, подпишешь ты тут какие-то важные бумаги, проведешь важные согласования, встретишься с кем нужно. Может быть, и придется, да, корректировать, опять же, напомню, потому что у нас как что-то завершается. А может быть, до ума довели что-то. Больше ясности, больше определенности, больше возможностей, мои дорогие. Но теперь уже точно не вижу, поэтому давайте пойдем с вами дальше. Что идет, будет наш следующий вопрос. Или вот что завершится, может быть, как раз вот с этим и связано. Что уйдет из вашей жизни? И, соответственно, а что придет взамен? Что нового идет в вашу жизнь? Что вам, мы говорим, как по судьбе? Достанем такую карту и спросим, что внезапно, что неожиданно, может быть, непредсказуемо. То, что какое-то время было скрыто, может быть и так. И по основным сферам жизни, что ждет Козерогов до конца марта, любовь, личная жизнь, ну и взаимоотношения в целом. Что ждет Козерогов до конца марта, это сфера достижений, работы, у кого-то учебы или документы, опять же, да, важные встречи, контакты, планы. Ну и финансы, конечно, тоже, что ждет до конца марта Козерогов. Давайте будем узнавать, что уйдет. Девятка пентаклей. Вообще это карта именно денег. Может быть, это как вы получали из одного источника, а теперь тут что-то будет меняться. Или вы будете как переподписывать какие-то договоры, или тут какая-то новая ваша конфигурация по части денег. Может быть, и новые заработки, не совсем понятно, с чем это связано, что уйдет. А ведь и правда. Карта заслуженного успеха. Кто-то из вас, я даже допускаю, задумается, а то и правда поменяет работу. Но это, наверное, для тех, кто уже к этому готовился. Хотя тут может быть такая конфигурация событий, когда неожиданно, может быть, до конца марта у вас появится как оказия какая-то возможность либо сменить должность, и, соответственно, вот те деньги, которые приходили к вам прежде, они будут либо из другого источника, либо от другой работы. Для кого-то из вас это возможность работы с командировками. Может быть. Здесь как будто себя нужно перестроить. Все же шестерка мечей, хоть и заслуженный успех, но это карта мужества. Потому что нам еще предстоит пройти какой-то путь, главное продолжать. Поэтому для кого-то из вас это может быть новый проект, вообще то дело, за которое либо вам поручат, или вы сами за это возьметесь. Может быть, это как ваш дополнительный доход, как творчество, какое-то хобби, которое вы будете монетизировать. Или мы иногда что-то изучаем именно для того, чтобы как и выровнять финансовую ситуацию, так и, может быть, ну, знаете, как ощущение, что что-то будет меняться. Вот такое может быть. И вы понимаете, что, ну, для того, чтобы эти перемены были благом для меня, мне нужно как дополнительный доход. Вот такое тоже не исключаю. Кто-то будет работать на дому или искать дополнительный заработок, или кто-то перед собой поставит цель работать из любой точки мира. Тут явно что-то вы хотите изменить по работе. Что-то вас не устраивает. Либо устраивало, вроде бы была стабильность, но или внешне так вот что-то меняется, либо все равно вот есть то, что... Но вам хочется пересмотреть, а что придет взамен. Здесь могут прийти новые положения, приказы по работе. Может прийти новый график, правда. Тут может быть, знаете как, вы раньше работали в офисе, а теперь командировки. Или вам будет предложено. Или наоборот, были командировки, которые заканчиваются, и теперь вы будете именно в офисе работать. А может быть, кто-то и удаленно. Все же у нас король мечей – это эксперт. Это вот где-то то, что я говорила, по вот эта книга открыта, да, учреждения или какие-то организации. Для кого-то из вас это может быть как и юрист, адвокат или начальник, руководитель. Может быть, какое-то важное
лицо, с которым вам придется встретиться для того, чтобы, ну, какие-то ряд вопросов своих решить. Возможно, это новость, которую вы получаете. А что это такое? Вы можете получить сведения о каком-то человеке. Это касается не совсем вас. Здесь как кто-то может передумать. Правда, тут может как и закон поменяться, приказы поменяться именно от каких-то лиц, которые, ну, как меняют, может быть, свою тактику. Или, может быть, это с внешними событиями связано. Может быть, это вы получаете, опять же, важную какую-то бумагу. Но вам как будто придется по этому принимать окончательное решение. Вы знаете, вы можете окончательно завершить, вот где-то здесь этого касается, какую-то разочаровывающую историю. Может быть, договариваться, кстати, придется. Действовать вам как-то совершенно по-другому. Я не исключаю, что кому-то из вас нужно будет знать, точнее, как работает в отношении вас закон. Но все же мы говорим, туз мечей, выход из лабиринта. И вот то, что вчера было поражением, или то, что вас вчера разочаровывало, вы можете в чем-то и сами поставить точку, правда? Тут у вас именно есть собственное желание, как я говорила, что-то изменить. Но как будто, мои дорогие козероги, здесь во внешних событиях что-то меняется. Я не исключаю, что, может быть, это куда вы собирались, допустим, поехать. Здесь вы тоже можете переиграть. Переиграть как сроки, к примеру. Или переиграть место, куда вы, может быть, намеревались, где оказаться или отправиться куда. Но здесь больше ясности, самое главное. А что же придет взамен? И вот так на вас влияет фортуна, колесо фортуны. Это карта скорости. Нам она говорит: не оставь что-то, козерог, на завтра, на потом. Скорее всего, нужно действовать прямо сейчас. Вот, значит, будет до конца марта какой-то день, как минимум, или ситуация, которая потребует от вас концентрации, знаете, вот такого холодного ума. Может быть, 15 минут посидеть и изложить на бумаге, какие плюсы, какие минусы от услышанной новости, от услышанного предложения. Вам придется делать какой-то, скорее всего, выбор, мои дорогие, причем такой однозначный. Что же внезапно, что неожиданно? А вы знаете, тут очень много новостей, много людей, много путаницы. Может быть, что-то, ну, было размерено. И у нас, в принципе, первая половина марта, она по планетарным транзитам, она идет в таком более спокойном ключе. Нам может показаться, что ничего не меняется. Вы можете узнать новость, смотрите, Аркан Император. И здесь у нас король мечей. Правда, тут где-то собранность, сосредоточенность, знание закона, какого-то порядка, ведь это всегда организация. Но это еще и организация нашей собственной жизни. Как будто себя реорганизовать. Правда, у кого-то будет связано с работой, со сменой графика, а для кого-то из вас это может быть как новость от руководителя, почему нет? Или какая-то важная бумага по поводу, может быть, вашего дома, вашей семьи. Или пусть это даже не с вами связано. У кого-то может проиграться следующее. У вашего партнера, мои дорогие. Партнера по браку, или, может, брака нет, ну, вот с кем вы контактируете, или партнера по бизнесу. Могут меняться планы. И это каким-то образом будет оказывать влияние на вас. Может быть, даже в личной жизни, да? Вот именно у вашего человека. Здесь что-то по работе может меняться. Или пусть это не работа, а с получением каких-то важных бумаг, документов или встреч. Поэтому как будто организовать себя совершенно, ну, как переложить какое-то действие на новые рельсы. Или переложить вашу какую-то траекторию, ваши планы, передумать, скорректировать. И опять же, в направлении будущего. Ну, с учетом каких-то реальных обстоятельств или того, что складывается вокруг вас. Хотя я точно так же не исключаю, что все же придется некоторые встречи важные, какие-то важные контакты вам совершить и, может быть, в высоких инстанциях о чем-то разговаривать. Будьте просто готовы. Что ждет в личной жизни? Паш мечей. Здесь могут быть, ну, у кого-то сведения от детей, и это тоже где-то своеобразный выбор. Вот, наверное,
С людьми именно будет зависеть, или то, что как новость приходит от людей. Ну, просто у кого-то больше новостной палитры будет, может быть, по части работы, достижений, а у кого-то это будет связано с личной жизнью. Здесь может человек что-то переиграть, ну и вы сами. Может быть, у кого-то из вас, когда дети пытаются, может быть, уехать от родителей, да, выросшие уже дети, взрослые дети. Но тут все равно, вот смотрите, у вас две двойки, двойка пентаклей, двойка жезлов. С одной стороны, нам говорит, будь легок на подъем, козерог, двойка пентаклей. Рассматривай все варианты. Как будто примеряй на себя и сам вот примеряйся, приценивайся, пробуй одно, второе, третье. Здесь потому, что через опыт приходит какая-то возможность. Да, вот этот опыт, пусть он недолгий, но не отказывайся от того, что, может быть, тебе сейчас предлагают, или то, что ты слышишь. Нет смысла с чем-то спорить, потому что тут неизбежно, ну, что-то завершается. А что это значит для вас? Для вас это может означать некоторое ожидание, ожидание денег. Для кого-то это будет связано именно действительно с работой. Ну, может быть, так все быстро не идет, в плане даже дохода. Через какой-то период, пока вы адаптируетесь, через какой-то период, пока вы, ну, как навыки какие-то уже окончательно в себе выработаете, если это связано даже со сменой работы, то тут как будто буквально деньги, деньги в семью. Но я также не исключаю, что и деньги вашего партнера. Но, может быть, это та история, когда вы привыкли к какому-то укладу, порядку в вашей семье, а тут тоже что-то будет меняться. И явно тут будут какие-то действия, активность, но и одновременно интерес все-таки денежный. Это точно так же может проиграться со сменой места жительства. Все же дом, это мы можем свести, ну, наверное, как финансы, правда? Мы иногда продаем в одном месте, покупаем где-то в другом. Но здесь вообще приготовьтесь, будьте готовы к тому, что все же новостей будет самых разных много, в разных сферах жизни. Но будут и те новости, когда все же нам нужно принять какую-то реальность и как будто отказаться от того, что не жизнеспособно, словно изящно вот какое-то прошлое завершить. Ваши достижения, победа, мои дорогие. Но всегда по этой карте эту победу нужно удерживать. И лицо такое у нашего победителя уставшее, и хоть толпа ему рукоплещет, а он знает цену этой победе. Победа будет, правда. Но вот поэтому у вас и там и благополучие, и то, что, знаете, что-то решается важное. Но нельзя сказать, что это как широкое шоссе, когда, знаете, с такой видимостью прекрасной. Нет, тут через какие-то закоулки или через, ну, какую-то пересеченную траекторию местности, когда мы, да, еще пока вот не видим, словно, что же за этим слепым поворотом. Поэтому, ну, быть к этому готовы. И вот эту победу, ее нельзя как бы оставить, ну, вот без внимания. Или вот победа-то ведь есть, какой-то вопрос вы точно решаете. Но, а потом нужно уделять внимание, чтобы, ну, это не пошло все в кривь и в кость. Ведь по этой карте, если мы только расслабились где-то, ну, удерживать это не значит буквально вцепиться мертвой хваткой, а это где-то контроль. И главное, ваши действия, как бы на том же уровне. Шестерка жезлов. И по нумерологии от 1 до 6 это все наше действие, это активность. Так вот, первая единица это всегда только начало-начало, а 6 это уже какой-то пик, максимум. Приготовьтесь к тому, что вот вам придется словно на пике какое-то время себя удерживать. Может быть, и много работы будет. Или много общения, много контактов, много обсуждений каких-то или важных разговоров. Ну, может быть, вы и устанете, это факт. Я этого не исключаю. Но, видимо, так работает фортуна. Вот какой-то очень, ну, важные темы или очень важный вопрос вам нужно решить именно до конца марта. Деньги, финансы. По рыцарю мечей здесь может прийти такая новость. Кстати, тут может даже фальшивую информацию кто-то принести. Будьте к этому готовы. Доверяй, но проверяй. Потому что по этой карте, с одной стороны, знаете, идут люди, которые, как я говорю, бунтарь без причины. Есть колода, где так и называется эта карта. Поэтому это может быть та персона, которая вам приносит новость. И вот на 100% доверять не стоит. А нужно понимать или найти предпосылки, откуда ноги растут у этой информации. Может быть, по этой карте иногда, если вы занимаете ответственный пост,
то приходят проверяющие. Вот, может быть, на финансы это как проверка, да, какая-то финансовая. Иногда это мы сами можем декларацию или отправиться в налоговую. Когда мы готовимся, опять же, к этим встречам, документам, как будто все перепроверяем. Здесь, ну, карта больше говорит, мы ищем правду, истину, мы ее находим. Поэтому, ну, себя подстраховать, может быть, по финансам определенно стоит. И, как я говорила, не доверять то, что вы слышите, вас могут к чему-то склонять, уговаривать, или вам рисовать какие-то, ну, вот делай так, а вот так не делай. Или вот в этом, допустим, ты вложишь деньги или приобретешь что-то, козерог, и тебе прямо там, ну, я не знаю, сказочно повезет. Увы, есть такие персонажи. А у нас карта обмана. Доверяй, но проверяй. Это все то, что я только что сказала. Хитрить могут люди, понимаете, именно по части финансов. Но у вас финансы есть. Кстати, карта финансового успеха, мы еще говорим помощи высших сил. Обратите внимание, колода Чару Маркетти прорисовал очень так ярко, красочно. Руки тянутся за деньгами. И карта говорит, помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Нам уже где-то сказали, что финансы, да, они в центре внимания, и как бы и у вас есть победа, есть и фортуна, но и деньги-то как будто есть. Но не время тратить, не время транжирить. Не время покупать что-нибудь себе эдакое, да, даже если очень хочется, или вас кто-то к этому склоняет. Тут может выглядеть что-то заманчиво, а по факту это блеф, мои дорогие. Будьте аккуратны с деньгами. Но у вас действительно 2 шестерки, как и по работе, точно так же и касается финансов. Но я должна сказать, и 10 пентаклей, это как к чему все идет, можно сказать, то есть к преувеличению какой-то прогрессии. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши отклики, за вашу поддержку, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте публикации на моем сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.